Всем привет! Вы на канале Titans Volleyball. Меня зовут Максим Фролов. Выдвинулись с Барнаула в сторону Новосибирска. У меня сегодня самолет в Новый Уренгой. Волейбольный клуб «Факел» пригласил меня в гости на домашние игры. Поэтому ждите классный контент. Увидимся в Новом Уренгое. Николай Васильевич, здравствуйте. Максим, приветствую. С приездом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как повлияла пандемия на волейбольный клуб «Факел»? Ну, я думаю, что как и на вообще весь спорт, конечно, период такой сложный, он и до сих пор. Постоянно находимся в тревоге за команду, да, за все, что там происходит, потому что каждый день сидим как на пороховой бочке, каждая ОРВИ, там, не дай бог, сразу куча подозрений. Вот. Но стараемся, соблюдаем все меры предосторожности, пока нам удается. Команда подготовилась к сезону практически согласно плану. Немножко опоздал тренер со сложностями, так скажем, въезда в Россию иностранцев. Вот. Но в целом все прошло по плану, готовы к чемпионату. Какие задачи на сезон стоят у команды? Задачи команде озвучены на первом собрании, когда все мы вместе собрались, когда все доехали, и спортсмены, и тренер. Задачи максимальные. Всегда ставим. Медали чемпионата России. То есть будем за это бороться. По нашему мнению, команда сбалансированная. Ну, так скажем, по нашей оценке, я думаю, что 8 команд может бороться за медаль в этом году. Многое будет зависеть, конечно, от воли случая, той же болезни, там, потому что непонятно, когда и где это, что можно там заразиться. Но я думаю, что первоначально надо попасть в финал 6, вот, и там уже бороться за медали. То есть все возможности у нас для этого есть. Приехали в гостиницу. Сегодня был очень насыщенный день. Сделали очень много делов. Готовимся к завтрашнему дню. Посмотрите, в каких условиях меня размещают. Спасибо руководству «Факела». Встречаем ребят. Погода, конечно, в Новом Уренгое шепчет. Но, в принципе, чего было еще ожидать от Нового Уренгоя? Приехал на пресс-конференцию, подъехали наши именитые пляжники, Вячеслав Красильников, Олег Стояновский. Сейчас будем задавать вопросы, я присутствую, поснимаю, думаю, будет очень интересно. Все, идем смотреть. Вячеслав, как ваше колено? Расскажите, что с ним? Добрый день. Прошло уже некоторое время, да, там уже 10 дней, как мы закончили сезон. И я эти 10 дней посвятил
немного восстановлению и отдыху. Надо было отдохнуть колену и немножко поделать физиопроцедуры. И в принципе остатки какие-то остались, но я думаю, это вопрос времени. В целом колено уже восстанавливается, это никакой не операбельный случай, поэтому все нормально, все отлично. Восстанавливаемся и будем работать дальше. Я думаю, сейчас ваши фанаты и подписчики просто вздохнули от этой новости. И еще один вопрос. Что вы считаете самым сложным на пути к спортивному успеху? На самом деле спортивный успех — это огромный труд, огромная работа, но лично для меня, как для спортсмена, это самое сложное. Это я очень много уделяю своему виду спорта времени, себе, подготовке, поэтому время — это самое сложное для спортсмена, потому что мы жертвуем своим временем. Никто не понимает, сколько я не вижу семью, сколько я там потерял, допустим, каких-то мероприятий, каких-то важных дат в своей семье и так далее. Поэтому я считаю, что это время. Все-таки к успеху самое важное — это время, уделять максимально больше времени это своему виду спорта и максимально профессионально к этому относиться. Вячеслав, а какие задачи на сезон стоят? На сезон будущий? Да, на будущее. На самом деле, на будущий сезон самые максимальные задачи я сам для себя ставлю тоже. Это олимпийская медаль. Конечно, хочется выиграть золотую медаль, и я к ней иду, я к ней готовился и морально, и готовлюсь сейчас физически. Вот. И сезон 2021 — это Олимпийские игры, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы завоевать. Ну, я думаю, все у вас получится. Все очень сильно болеют за вас с Олегом. Очень рад вас был сегодня встретить. Все, спасибо большое. Взаимно. Мы сегодня получили звание заслуженного мастера спорта Российской Федерации. Это самая высшая награда для спортсменов. Для спортсменов, да, это самая высшая награда, и очень рады, что, конечно, мы смогли достичь этого. Приехали на предигровую тренировку «Факела». Завтра у ребят игра с «Динамо» Ленинградская область. Посмотрим, как ребята разминаются, тренируются, и немножко поснимаем их. Поехали! И факел! Камила, здравствуйте. Как чувствует себя команда по физическому и моральному? Come sta la squadra fisicamente e poi anche il resto? Здравствуйте, Максим. Sì, fisicamente sì, abbiamo qualche problema. C'è qualche atleta che ha problemi di temperatura normale in questo periodo, diciamo. Quindi l'abbiamo lasciato a riposo. Emotivamente stiamo messi bene perché veniamo da una grande partita fatta a Kazan e speriamo di giocare bene domani. Ну, физически, да, у нас есть некоторые проблемы, потому что там у нескольких ребят была температура, сейчас там один тоже переболел. Что касается как бы ментального состояния, скажем так, то, в принципе, приехали сюда на 3 игры, плюс было, да, обидное поражение в Казани, но тем не менее показали хорошую игру, и поэтому приехали сюда с желанием как бы показать все, что можем.
Готова ли команда к завтрашней игре против Динамо Ленинградской области? In secondo te la squadra è pronta o no per la partita di domani? Sì, noi siamo pronti, noi ci alleniamo per essere pronti. Да, я считаю, что мы готовы, потому что мы тренируемся для того, чтобы быть всегда готовыми для игр. Poi sa, bisogna vedere quello che succede in partita. И потом, естественно, нужно уже смотреть, что случится во время игры, потому что, естественно, все выходят готовыми, но игра уже там расставляется на свои места. Noi siamo pronti per andare al ristorante, pronti per uscire con la ragazza, pronti per fare una passeggiata. Dopo bisogna capire quello che succede. Мы всегда, говорит, готовы, любой человек готов всегда и сходить в ресторан, и прогуляться с девушкой, но потом уже как бы всегда по-разному это все заканчивается, поэтому то есть то же самое и с волейболом. В прошлом году у вас были проблемы с коленом. Как сегодня ваше здоровье? Tu come stai? Che l'anno scorso avevo dei problemi con il ginocchio, adesso come? Sì, io sto bene, sono come una vecchia macchina che ogni tanto si rompe qualcosa, questo è normale. Он это себя отлично чувствует, можно сравнить его со старой машиной, которая как бы работает, но периодически что-то случается. Ну все, спасибо. Мгм. Роман Николаевич Яковлев, старший тренер «Факела», заслуженный мастер спорта России, один из самых титулованных волейболистов, в общем, легенда российского и итальянского волейбола. Этого человека можно ставить на одной ступени с Сергеем Тетюхиным, Джибой, Клейтоном Стэнли и другими именитыми игроками прошлых лет. Здравствуйте. Здравствуйте, я заслушался. В сезоне 2001 года, когда вы играли за итальянскую Модену, вы установили рекорд сезона по результативности, набрав в одной игре 41 очко. Помните ли вы, с кем была эта игра и что сказал вам тренер после этой игры? Просто похвалил или выразил вам уважение как к легионеру? Естественно, я помню эту игру. Я помню, что мы играли с Миланом. Единственное, по-моему, мы закончили 3-2. Вот результат, честно, уже немножко стерся из памяти. Было обидно, что все-таки это 41 в итоге трансформировалось в 39. Почему-то было все-таки 2 очка сняли, хотя сняли их за, вот помню, за одну подачу и за блок, как раз те компоненты, которые тяжелее всего было ошибиться статистикам, там проще это было сделать в атаке где-то. Но тем не менее, 39, да, это был рекорд сезона, долгое время этот рекорд держался. Что касается, что мне сказал тренер, честно, даже не помню, там, ну, честно, ничего такого запоминающегося не было. А кто был тренером тогда? Лоренцетти нас тренировал, молодой довольно-таки специалист, но с которым, тем не менее, нам удалось победить в чемпионате. Такой довольно-таки молодой, амбициозный, интересный тренер, потом, который добился довольно-таки больших результатов потом в своей карьере дальнейшей. Вы сейчас старший тренер клуба. А есть ли у вас амбиции стать главным тренером клуба? Не обязательно «Факела», а просто в будущем. Как специалистом стать главным тренером? Ну, я думаю, что, наверное, любой тренер мечтает, конечно, единолично, ну, не единолично, естественно, со своим штабом, но возглавить команду и поработать главным, потому что, ну, это действительно очень интересно. И, в принципе, раз уж занимаясь этим делом, то, конечно, любой солдат мечтает стать генералом. Поэтому точно так же и здесь тренерская доля, да, это, естественно, это сложнее, это другая ответственность, но это, тем более это более интересно, скажем так, и заставляет и больше работать, наверное, больше развиваться как тренера. Поэтому, конечно же, такие мечты есть, и надеюсь, что эти мечты когда-то трансформируются. Спасибо за ответ, и увидимся завтра на игре. Спасибо вам. Тимофей, расскажи, ты первый сезон играешь в России, а как встретила тебя команда и как тебе вообще нравится в России у нас? Ну, могу сказать, да, первое впечатление, вот, очень рад, что я здесь, в России, всегда было у меня желание, вот, сколько уже играю в волейбол, всегда было желание приехать играть в Суперлигу в России. И очень рад, что я здесь, команда очень мне нравится, молодые ребята, все хорошие, вот, хорошо очень работаем на тренировках, значит, вот, очень рад. А ребята как тебя приняли? Хорошо, все это сразу, ну, если что, надо помочь, спрашивали всегда помочь что-нибудь. И вот, очень радостный, очень веселый. Подружился уже с кем-нибудь? Ну, конечно, со всеми уже почти это, ну, со всеми в хороших отношениях. С Эриком Шоджием я уже играл в Берлине, вот, а так, ну, все хорошие ребята. Ты много где играл, в разных лигах, в разных городах, странах. Скажи, пожалуйста, российский чемпионат, он сильнейший в мире, либо по твоему опыту в других странах тоже достаточно сильные лиги?
Ну, я бы сказал, что итальянский и российский, вот два чемпионата, они лучшие в мире. Но они отличаются друг от они друга? отличаются намного друг А в чем друга. основное отличие? Основное, вот, потом в России намного больше, типа, физический волейбол. Тут намного сильнее подачи и намного выше игроки, и блок посильнее. А в Италии, вот, намного, скажем так, техничный волейбол. Все, понял. Спасибо. Удачи завтра на игре. Спасибо большое. Дядя Саша, самый яростный фанат волейбольного клуба «Факел». Лучше болельщика вы никогда нигде не встретите и не найдете. А с какого года болеете за «Факел»? Фактически с 96-го года. С 96-го года? Да. Я в Транснефти работал и был на Вакуевшись, как раз «Факел» прилетел играть. Я афишу увидел, я бегом туда один был, никого нет, я болею за «Факел». Тут на меня все косятся, смотрят, думаю, еще и прибьют там. До Нижневартовска отсюда с Уренгоя 900 километров. 900 километров. Просто вы едете 900 километров, чтобы поболеть Да, за потом «Факел». разворачиваться на машине и обратно. И обратно. Сразу же. Кстати, котятка моя, это я ее придумал. Лучший клуб в стране родной, это «Факел» Уренгой. Первый домашний матч в новом волейбольном сезоне 2021 сыграли волейболисты новоуренгойского «Факела». Ямальцы вышли на площадку без двух ключевых игроков либера – Эрика Шоджи и доигровщика Дениса Богдана. Нехватка товарищей сказалась на качестве игры. Вот и подошло к концу мое небольшое путешествие в Новый Уренгой. Хотел бы подвести итоги. Волейбольный клуб «Факел» – это команда мирового уровня по всем стандартам, в чем я убедился лично. И заслуга этому – руководство клуба и профессионализм тренерского штаба. Я был приятно удивлен гостеприимству и вниманию, которое мне оказывали на протяжении всего времени, которое я находился в гостях у «Факела». Особую благодарность я выражаю генеральному директору клуба Капранову Николаю Васильевичу и его заместителю Лобову Андрею Анатольевичу. Большое спасибо тренерскому составу и всем игрокам команды за возможность стать частью их дружного коллектива. Желаю всем здоровья и ярких побед в сезоне. И если вам понравился мой видеоблог, то подписывайтесь на мой канал Titans Volleyball, ставьте лайки, оставляйте комментарии и еще увидимся.